Пока все спорят, почему на Красную площадь в этом году не вывели не только «Армату», но и другую технику, я задам вопрос поинтересней. Что в самом сердце парада забыла буханка? И почему без этой колымаги застрянет даже ядерный щит страны? Сегодня я вам покажу изнанку 9 мая. Зачем перед стратегическими ракетами едет огромная цистерна? И почему без машин, над которыми все смеются, парад просто невозможен? Давайте разберем секретных героев из моих архивов, которых вы обычно не замечаете в пафосе парада. А меня зовут Даша, и я много лет работала в секретном КБ, и о военной технике я знаю не понаслышке. Не знаю, кто едет в этой буханке, но в сопровождении у нее 3 машины полиции. А теперь мой любимый момент любого парада. Пока дикторы с придыханием рассказывают о гиперзвуке и цифровых системах управления, в кадр врывается она. Легендарная, ламповая и абсолютно вечная санитарная буханка. Казалось бы, 21 век на дворе, но в самой технологичной колонии страны все равно найдется место для дизайна из 1958 года. А почему? Неужели у Министерства обороны не хватило денег на новенький «Тигр» в медицинском исполнении? Эти машины стоят в хвосте каждой коробки и не для красоты. Внутри реанимационный набор и фельдшерская бригада. Если кому-то из пешей колонны станет плохо от жары или же напряжения, именно эта колымага должна оперативно и, главное, незаметно для камер эвакуировать человека. В узких проездах у Красной площади, заставленной техникой и трибунами, огромная бронированная линза – это современный санитарный броневик. Он просто бы не развернулся, а буханка пролезет там, где застрянет даже самокат. Если у этого УАЗа что-то отвалится прямо на брусчатке, механик исправит это с помощью кувалды, какой-то матери и пары добрых слов за 2 минуты. А с электронной начинкой современной бронетехники такой фокус точно не пройдет. Ну а у меня вопрос к вам, знатоки. Вам не кажется, что выставлять машину с дизайном 70-летней давности на главном параде страны – это немножко странно? Это наша верность традициям или же расписка в том, что ничего лучше для скорой помощи на поле боя мы так и не придумали? Напишите в комментариях, буханка – это символ надежности или же позор нашей бронетехники? БРЭМ-1М, и, пожалуй, это самый харизматичный тяжеловес из всей вспомогательной техники. Если танки – это атлеты, то БРЭМ – это мощный бодибилдер-спасатель, который всегда на подстраховке. Если вы думаете, что главная мощь парада – это пушки, то вы просто не видели БРЭМ-1М. Эта машина – настоящий чистильщик Красной площади, и не зря ее называют ангелом-хранителем парада. Представьте картину, прямой эфир на весь мир, миллионы зрителей, и вдруг новейший танк глохнет прямо напротив мавзолея. И это не просто поломка, это политический скандал. И вот тут-то на сцену выходит этот монстр. У БРЭМ внутри основная лебедка с тягловым усилием в 35 тонн, а через полиспаст, это такая система блоков, если кто забыл физику, она может вытянуть все 100 тонн. То есть этот зверь может тащить за собой 2 танка Т-90 одновременно, даже если у них заклинила гусеница. На репетициях парада в Алабино и в Москве БРЭМы дежурят каждые несколько сотен метров. Их экипажи – это самые хладнокровные ребята. Они знают, что если что-то пойдет не так, то у них есть некоторые считанные секунды, чтобы подцепить многотонную машину и уволочь ее с глаз долой, пока оператор трансляции не успел переключить камеру. А вы как считаете, справедливо, что БРЭМы всегда идут в самом конце, где их почти никто не видит? Или такую мощь нужно показывать в первых рядах, чтобы все понимали, мы не только стрелять умеем, но еще и своих никогда не бросаем? А теперь про тех, без кого легендарные танки Т-34 так бы оставались в музеях или же на постаментах. Вы задумывались, как танки времен Второй мировой войны оказываются в самом сердце современной Москвы? Своим ходом гнать их из Алабина – это значит убить ресурс исторических двигателей и окончательно уничтожить московские дороги. Поэтому у каждого ветерана есть свой персональный лимузин. Это тяжелые тягачи КАМАЗ-65-225 и новейший КАМАЗ-65-228 с огромными полуприцепами-тралами. Эти КАМАЗы – настоящие рабочие лошадки. Они полноприводные, с мощными двигателями, специально подготовленные для работы с тяжелыми грузами. Часто на парадах мы видим их в защитной окраске, и выглядят они не менее сурово, чем боевая техника. Танки Т-34 весят около 32 тонн. Казалось бы, для КАМАЗа это немного, но когда за тобой едет целая вереница таких автопоездов, нагрузка на мосты и развязки города колоссальная. Логистика проезда этих тягачей по ночной Москве рассчитана просто до миллиметра. РМКЛ – это просто швейцарский нож на колесах. Если БРЭМ-1М – это тяжелый атлет на гусеницах, то РМКЛ – ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая – это мобильный спецназ. Она создана на базе вездехода «Урал» и выглядит максимально эффектно со всеми своими инструментами. Если заглохший танк – это работа для тяжелого БРЭМа, то все, что полегче – «Тигры», «Тайфуны» или обычные грузовики ложатся на плечи РМКЛ. Это не просто эвакуатор, это буквально целая ремонтная мастерская, которую втиснули
впихнули в габариты Урала. Почему она так важна на параде? У этой машины схема 4×4, только в плане осей их всего 4, но при этом она невероятно гибкая. На узких московских улицах, где гусеничному Брэму тесно, РМКЛ проскакивает мгновенно. А видите эту стрелу? Она может не только поднимать грузы до 2,5 тонн, но и также работать как рука хирурга. Заменить колесо Тайфуну или же вытащить застрявшую деталь легко. У нее сзади есть специальное устройство, которое позволяет поднять передний мост поврежденной машины и уволочь ее со скоростью до 50 км в час. И для парада, где нужно максимально быстро освободить дорогу, это очень критично. Интересный момент. Посмотрите на ее необычную кабину. Она кажется маленькой на фоне огромного грузовика, но внутри нее все для комфорта экипажа, которому иногда приходится проводить в ожидании вызова до 12 часов в оцеплении. Как вы думаете, кто круче? Один такой универсальный Урал или же десяток привычных эвакуаторов, которые мы видим на дорогах? Напишите, видели ли вы когда-нибудь РМКЛ вживую? Ведь ее трудно спутать с чем-то другим из-за обилия железа снаружи. Но перед вами боевая машина сопровождения ракетного комплекса «Ярс», точнее, точная копия грунтового пускового комплекса «Ярс». Эта машина сопровождения внешне выполнена как копия подвижной пусковой установки ПГРК «Ярс». Она не предназначена для пуска ракеты. Ее задача другая – имитировать габариты, массу и поведение настоящей установки на маршруте, в колонии, также на учениях и при демонстрации инженерных возможностей. Такая машина нужна потому, что настоящая пусковая установка слишком ценна, сложна и чувствительна, чтобы ее использовать для каждой тренировки. На БМСРК можно отрабатывать движения по маршруту, прохождение мостов и переправ, взаимодействие с охраной, саперами, связистами и инженерными подразделениями. В открытых источниках упоминается, например, переправа такой машины через реку Аку на тяжелом понтонном пароме. По сути, БМСРК – это двойник Ярса. Она позволяет готовить расчеты и проверять инфраструктуру без лишней нагрузки на боевые пусковые установки. В системе ПГРК это не главная, но очень полезная машина. Она помогает всему комплексу действовать увереннее, безопаснее и организованнее. Это герой, которого точно никто не ожидал увидеть в одном строю с танками и ракетами. Встречайте, это парадный расчет ДПС и их новые верные кони – ХВЛ F7. Еще пару лет назад мы привыкли видеть в сопровождении Ford Focus или Skoda Octavia, но сегодня за безопасность и тайминг прохождения колонн отвечает китайский автопром из Тульской области. Это ХВЛ F7, машина, которая собирается у нас в Туле. Для госзакупок и парадных задач это сейчас критически важно. К тому же двухлитровые турбомоторы на 190 лошадей позволяют этим кроссоверам не отставать от темпа города. Это необычные машины из салона. У них усиленная подвеска, чтобы прыгать по бордюрам, если это надо. Мощные радиостанции, системы навигации и дополнительные аккумуляторы под капотом, чтобы мигалка не посадила сеть за долгие часы ожидания. Ну а давайте честно, как вам ХВЛ в роли главной полицейской машины страны? Это достойная замена европейцам или же на параде рядом с нашей броней должна ехать только российская марка, вроде Лады или же Ауруса? Напишите, верите ли вы, что китайская техника выдержит такой темп службы, какой был у старых добрых Фордов? Ну что, теперь, когда вы в следующий раз увидите стройную колонну на Красной площади, вы будете смотреть не только на пушки. Вы будете искать взглядом ту самую буханочку, присматриваться к бочке вместо ракеты или же с пониманием кивать, завидев суровый силуэт РМКЛ. И кто из сегодняшних скрытых героев удивил вас больше всего? Пустая бочка или же полицейский китаец? Напишите об этом в комментариях, а я читаю все, ну и на самые жаркие споры я обязательно отвечу.